В зале суда города Бостон почти никто не обратил внимания на женщину, когда ее вывели к столу защиты. Потертая куртка, старые армейские ботинки, наручники на запястьях. Для окружающих она выглядела как очередная бездомная, случай из длинного списка дел на сегодня. Таких здесь видели каждый день. Судья листал бумаги машинально, пока его взгляд не остановился на имени. В этот момент шум зала словно исчез. Он замер, будто увидел не строку в деле, а человека из другого времени. Женщину звали Эйвери Холмс. Судья резко поднялся со своего места. Это было настолько неожиданно, что в зале повисла полная тишина. Эйвери впервые за все заседание подняла глаза. Их взгляды встретились, и стало ясно, они знали друг друга раньше. Очень давно. В другой жизни. Много лет назад Эйвери была офицером элитного подразделения военно-морских сил США. Не женщиной в форме, а бойцом, которому доверяли самые сложные задания. В зоне боевых действий ее ценили за хладнокровие и точность. Когда другие терялись, она действовала. Она спасала людей. Она никогда не бросала своих. Пока не случилась одна операция, та, о которой не принято говорить. Миссия была засекречена, а ее последствия слишком неудобными. Люди погибли, правда оказалась опасной, и кто-то должен был понести ответственность. Этим человеком стала она. Ее уволили быстро и тихо. Без наград, без поддержки, без права рассказать свою версию. Гражданская жизнь встретила Эйвери пустотой. Работа срывалась, ночи превращались в кошмары, а вопросы чиновников требовали ответов, которые она не имела права давать. Со временем улица стала казаться безопаснее закрытых помещений. Так она оказалась без дома. Арест произошел почти случайно. Она вступилась за женщину возле магазина в Кембридж. Сработали инстинкты, годы подготовки. Нападавший получил травмы, а сама Эйвери – обвинения. Когда приехала полиция, она не сопротивлялась. Вернувшись в зал суда, судья уже не мог смотреть на нее как на подсудимую. Он объявил перерыв и запросил старые военные архивы. Когда заседание продолжилось, атмосфера изменилась. Судья говорил о закрытых отчетах, о наградах, которые так и не были вручены, о жизнях, спасенных ценой молчания. А затем он сделал нечто редкое, извинился. Не как представитель закона, а как человек. За систему, которая воспользовалась ее силой и отвернулась. За годы, в которых она была стерта. Обвинения сняли. Но решающим стал другой момент. Судья снова встал и попросил весь зал подняться. И люди поднялись. Впервые за много лет Эйвери стояла не одна. Помощь пришла не сразу, но пришла. Документы пересмотрели, жилье предоставили, терапию предложили как обязанность государства, а не милость. Со временем к ней вернулось ощущение смысла. Эйвери начала помогать другим ветеранам, тем, кого система тоже предпочла забыть. Иногда она возвращается в тот самый суд. Не как обвиняемая, а как напоминание. Молчание может уничтожить правду, а может восстановить достоинство. Не каждый герой возвращается под аплодисменты. Но уважение не имеет срока давности.